Всем привет, с вами Красняк, и мы сегодня будем экспериментировать. Экспериментировать. К оно превратилось. Ну а мы в сою TNT. Мы можем подготовить блокот. Лаучер. Давайте мы сначала посмотрим все в творческом режиме. Надеюсь, не поставили на параметры. Я это не купил. У меня это в импортированных. Так что мне можно. То есть я могу сохранить. А не один раз использование. И все, надо опять искать этих, чтобы опять все по-выживански. Так что вот. Да, у нас новенькие лаки-блоки. Блок. Короче, блок вообще не ставится. Давайте мы хоть как-нибудь там и сделаем. Вот у нас все. Potion TNT, Slime TNT, Tempest, Shulker and Snake Blaster. И вот один. Я хочу попробовать кое-какой. Наверное, очень далеко нам надо. Прямо очень далеко. Прям настолько далеко, что вот это хватит нам. Погнали. Итак, я лучше сломаю. Итак, отойдем. Я лучше буду жгать всегда. Итак, нам надо именно протестировать рядом с жителем. То есть само оно, конечно же, не показывается, но, наверное, да, например, селянина. Вот настолько вот, что вот до этого только. Но если мы поставим тест. Хорошо. Только до этого. Если хоть на один раз. Хорошо, жители, молодцы. Протестировались. Вы протестированы. Вы могли, вы молодцы. Но следующие TNT вам не поздоровится. Каждую ночь, когда я захочу, я поставлю ночь сразу. То все, у вас будут TNT. То есть вы будете умирать. Потому что эти будут сильные. По сравнению с этим, чем сейчас одном жителе только протестировали. А вас-то не хухры-мухры. Вот сколько их. То есть вы сами видите, что теперь несколько жителей. Ой-ой-ой-ой. Итак, хорошо, погнали. Следующий будет у нас Рейн. Мы поменяем на Рейн. Все поменяем на Рейн. И будем тестировать. Вот эти вот нельзя выбросить. Но вы должны поменять. World Ender. Вот World Ender. Вот мы это и заспавним.
Вот только вот мы это спавним. Итак, хорошо. Скоро, чтобы ни один селянин, мы просто нормальный человеческий. Погнали. Вы же помните, что если будет ночь, то есть полночь, теперь, что все, протестируем новую. И он у нас... Он прям раскидывает. Сколько жителей у нас выжило? Некоторые жители уже тут. Так что им переживать даже вот не надо. Но... Сколько будет TNT, я вот не знаю. Ведь вот столько вот будет TNT-шек. И некоторых просто будут вот по острову прям. Но мы лучше хорошо, вы молодцы, вы пережили. The breakfast. Это завтрак? Да, это завтрак. Итак, завтрачело, то есть. То есть сегодня будет breakfast, то есть завтрак. То есть обычная еда, не без названия, конечно, но даже только ночью утро. Потому что вроде вечером есть завтрак, обед и ужин. Обеда у нас-то нет, так что у нас просто будет называться еда. Вот это вот прям минус, что они прям попадаются в эти вот дырочки. И они реально попадаются. Но, конечно же, чтобы они хотя бы как-нибудь двигались. Чтобы они не сгорели там заживо. После этих горелок. Этих горелок реальных. При этом. Что они могут просто сгореть. Уж даже заживо. То вот это вот уж. Они хотят выжить, они хотят, я. Ой, там житель еще. Нам надо, короче, все, мы должны много воды. То есть мы зальем там, где хотя бы можно, зальем водой. Потому что вот это вот нам надо. Прям нужно очень. Так что вот эти вот пусть будут, вы не поверьте, водостойками. Водонастойками тут уж пахнет как. Так что открываем еще и плюсом тут водонасток. А водонастоки направляются, да, на востоке. Они направляются прямиком сюда. То есть в слив. А слив-то длинный у нас. Так что мы можем залить. Этот водонаслив мы должны залить опять. Этот водонаслив унесет их. Он может унести их, но мы защитим их от... И у нас тут будут безопасные водонастойки. То есть они супер безопасные. Чтобы ну прям такие были. Да, вот такие, именно такие водонастоки.
Водонастойки будут такие, то есть они будут ограждены от своего мира. Потому что надо, вы сами. Понимаете почему? Это именно вот такое вот ограждение. Потому что у нас табло меняется. Итак, мы вроде изменили водонастойки, он теперь падает именно вот сюда. Ну и мы, конечно, переместим, чтобы они могли переместиться прям, прям вот настолько. Да, вот настолько. У нас легендарные водонастойки пусть будут. Потому что вот такие вот водонастойки очень должны быть безопасные. И ограждены от всего города. Так что пусть будет тут хотя бы хоть какой-нибудь проход. Вот не знаю. Ну и вот первый у нас водонасток, который дожидается нашей участи. Следующего получим водонастока. Ну и да, нам опять придется вот настойка, вот водонастоки. То есть водонасток прям будет отдельно. Отдельно что там. А это будет прям отдельно. Так что ограждение у нас будет такое прям, защищенное. Чтобы жильцы, которые тут были рядом, чтобы стояли не в метре. Так что извините меня, но с этого дня будут ограждения поставлены тут уже тоже. Потому что сейчас мы водонасток поблизим. То есть у нас тут вид обычный. Да. Чтобы тут хотя бы и удержать этих жителей. Для еще большей меры предосторожности. Ну и да, для меры предосторожности я поставлю в конце больше башни. То есть вот так вот. Тут будет ограждение. Нет, именно вот. Тут вот. Тут мешают жители. Тут не будет. Тут прям можно. Тут, конечно же, вы отойдете лучше. Я тут тоже лучше построю. Да не простой, я вам простой. Да не просто же я вам строю вот эти водонастоки. Хотя, может быть, надо хотя бы этим огородить. Этот проход пусть будет и не огражден землей, а просто будет огражден более нормальный, что ли, ограждение. Ну, конечно же, это же тоже ограждение по максимуму. Но это же тоже ограждение по максимуму прям. Но я прям по максимуму это добью. Чтобы мои, хотя бы жители, пережили.
И водостоки никакие не сбивались. И чтобы это как-то не поднимались. Хотя я понимаю, как они поднимаются. Поэтому я лучше поставлю еще гнездо дополнительно. И мы лучше поставим в серединку. Да, тут места больше. Я хотела бы сказать. Но у нас сейчас будет прям такое. Но хотя бы не все прямо ограждение теперь будет. Вот тут у нас будет дом. Да, дом прям. Дуб-заливка. Дуб-заливка. Просто дуб. Хорошо. Да. Ну просто. Итак, вы тут видите сами, да, что происходит. И вы это уже можете видеть, как там строится что-то. Прям жесткое что-то. Потому что, ну а зачем нам кратер-то строить прям? Вы сами видите, да? Надо своими вещами называть. Итак, хорошо, водонасток. То есть вода, которая никак не принадлежит для купания, как эта вода. Готова. Почему эта вода не хорошая для плавания? И я там построил ограждение. Да потому что тебя могут просто... Ты можешь просто улететь прямо в воду, которая в следующий раз будет... Который в следующий раз будут кратеры. Ну или потому что я так не разрешаю. Ну или потому что... Потому что, чтобы не снижали так. Ну, чтобы они смотрели и были на вот таком вот. Хотя бы, вам вы должны стоп-кадр. Ой, ладно, я сам построил. Я думаю, ну все, хватит. И так построю для них. А они... Давайте еще построим. Итак, чтобы они не падали, мы просто защитим их. Вот прям защитим. Вот прям защитим. И ну и просто вы вот видите, да, насколько это высоко. Ну, следующий кратер именно, ну тут он прям будет уже тут прям. Ну, сам он будет тут. И все, давайте. Ломаем не нужно. Ну и тут заливаем. Все, и называем это кратером Т-93. Мы тут заливаем, да, вот этого. Вот вы видите, да? Это уже не кратер. Это уже реально кратер. Ну реально, я вот не знаю, что вот это такой кратер называется. Ну вот это. Это реально похоже. Тут просто будут вот такие вот. То есть, если ты хоть допрыгнешь, то все, ты просто как будто бы обречен на всю жизнь.
Ладно, немножечко защитим. И все. То есть это аквариум прям. Но он тебя опускает прям в следующую воду. Ладно, все, давайте. World Ender. Потому что ты такой житель. Ты прям рядом. Кратер. Из-за кратера почти все в радиусе взрыва умерли. Так, например, этот житель как-то смог выжить из-за того, что он прям так далеко. Итак, переместимся на новый остров. Тут минимум 1000 лет. Так что тут мы... Так что мы тут уже построим. Ладно, извините, что там не было ночи, то есть. И да, хоть это и прям, можно сказать, росток, что он такой маленький. Но мы тут рядом поставим куб жителей. То есть там они будут засраны ими. Потом я их просто отпущу. Сет 0, конечно же, в бедроке нету. Поэтому... Хотя и сет 0 тут не поможет, так сказать. Ну и тут жители, ну... Жители, конечно же, улетают, как хоть могут. Ой. Их тут прям... Их тут прям заслонили. Они тут прям заслонились. То есть они вот реально просто перепрыгивают. Итак, хорошо, мы отпускаем через 3. Хорошо, первые залетают. Вот они прям... Вот они прям там. Чего? Они... Все, они прям разбросились наконец-таки. Ну и тут они. Ну и тут они мне как-нибудь помешают. Так что мы их заставим оказаться в... И тут они просто смотрят на землю. То есть сейчас я строю маленький проход для жителей. Они будут жить в маленьком пространстве. Ну и, конечно же, это не фобия, потому что это большое пространство, даже могу сказать. Я бы жить тут бы не смог. Потому что дышать мы тут будем только через один вдох. Итак, у них будут
Вот такие проходы, да. У них будут такие вот проходы длинные. Длинные, я вам советую прям. Вот длинные прямо вот они должны быть. Но в скором времени от этого острова, от этого маленького пространства останется только одно, что даже корчить рожицу тут неприятно будет. Итак, давайте быстрей. Давайте мы застроим хотя бы досками. Это выживание пасхальное. Да, в скором времени. И да, тут. И тут наконец-таки свершилось, и тут будут доски. То есть для кроваток. И вы думаете, а где тут будет свет от одного вот такого вот прохода? Света мало будет. До такого прохода. Но этот проход мы еще не закончили. Так что еще. Но эти проходы прям очень длинные будут в скором времени. Вот уже, мы уже почти. Последний. Не последний, вот еще. Итак, следующий. Итак, тут будут факела. Ну и вот, мы уже прокопались. И мы тут, конечно же, кроме этого, в последнем переломе мы засорим этим всем. Ну и в начале тоже. Чтобы было уютно и комфортно. Хотя и тут еще пусть будут. Ну, чтобы не так страшно было, мне кажется. Ну и все. Максимус комната закончена. И то есть в конце у нас будут кровати. И да, тут, конечно же, могут спать все жители. Потому что и тут еще можно поставить. Так что мы тут сделаем отдельную комнату. Тут будет строимся вот тут вот. Ну и прокапываем вот так. Вот до вот этого вот. Ведь некоторые жители не знают, что сейчас в этом мы заспавним максимум жителей, и они будут выживать среди петард, огромных петард. Ну и, конечно же, тут будут факелы. О, один уже житель, что ли, пробрался? Певец. Уже тут один житель пробрался. Так что мы лучше закроем и заперем эти. И да, тут спальня. Вот, да, вот это вот.
Хорошо туда. Хорошо, легко. Хорошо, легко набьем. И все, мы можем строить. Мы можем строить кроваточную, мне кажется. И тут уже вот как по мне, ну вот. И хорошо. Для стойки вот мне не помешало. Вот для высыпальник им бы не помешал потолок. Им не мешает потолок. Им мешает потолок, когда они просыпаются. Так что давайте мы берем для них итак стекло. И тут вот поставим. Хорошо. Итак, комната для жителей готова. Теперь они могут пока что выживать на в свое время. Но тут вот прям очень много места. Так что тут очень мало места. Так что взрывы тут не переживут. Итак, Tempest. Извините меня. Интересно, кто выжил? Так, почти никто не выжил. И маленькая комната превратилась в огромный термоядерный взрыв. Термобильный взрыв. Вы представляете? То есть один взрыв мешает жителям. Итак, переходим к следующему эксперименту. Что будет, если два жителя бегут от слайма TNT? Слайм TNT очень неустойчив. И они могут Он повторяется. Маленький TNT. Итак, мы сегодня собрались ради Рейна. Хорошо, выжили. Переходим к следующему острову. Итак, острова почти нету на горизонте. Но мы хоть когда-нибудь увидим этот остров. И мы там заставим. И мы там... Вот наш остров. Итак, в пустыне Сахары мы... Там, вы думаете, да, там нечего делать. Пыль лови, да мух лови. Вот. Но да, можно выжить. Да, но после этого TNT-шек я не уверен, что мы сможем. Они могут выжить по-нормальному. Хорошо, всем. Сники TNT. Итак, сники TNT прям, очень похожи на... Так что разбегайтесь, я их ударю. Итак.
Итак, в пустыне Сахаре мы используем флэт. Бегите, вы что стоите? Он взорвал плотину. Если мы спавним 2 рядом с жителями, то он просто отбросится. Да? Переходим к следующему эксперименту. Что будет, если закрыть? Что будет, если закрыть? Что будет, если закрыть жителей? Если закрыть жителей прям в очень узком месте. Ну прям на очень узком месте, там где можно... Итак, они там засолонились, а с ними рядом появится TNT Nether. И просто умрут. Хорошо. Если вы под блоками, то эту карту не используйте. Итак, Ice TNT. Что он делает? Мы потестируем туда жителя. Итак, охлаждает. То есть охватывает зрение и уменьшает. Давайте заспавним рядом. Гос. Быстрей двигаем. И да, на него протестирован эффект. Но он не протестируется с этими жителями навороченными. Да, на них сейчас фаер. Ну, один выжил. Нет. Что будет, если порекомендовать жителям убегать? Некоторые умрут. И просто окажутся в проблематичном месте, даже могут оказаться. Они не могут выбраться. Да, плохая проблема, что реально невозможно выбраться. Ну и проблема в том, что я сейчас тоже пропаду без вести. Что я тоже пропаду без вести. Спускаю с нейтральными вещами. О нет, я тут оказался. Итак, что первым делом мы можем сделать? Вы не можете плавать, так что вы загоните себя под воду. Лучше так не делайте. Эта глубина вас усосет. И вы, если только умеете плавать, выплывите. Итак, лучше плывите, как можете. Итак, у нас компас. С компасом я, конечно, перенаучился. Ну, давайте возьмем. Так. Первое, что мы можем сделать, мы можем найти хотя бы вот эту. То есть спасительницу блок. А на самом деле мы просто можем так сделать. Надо вот проблем сбежать. Но проблема.
Избежать фаера вам не удалось. Избежать фаера вам не удалось, вы упали. Хорошо, опять сделаем. Может, вдруг хотел вас затроллить из-за обсидианом. Что же опять будем делать? Тоже будем ломать. Обсидиан тоже можно сломать, но он не откопается. Это только если вы хотите сломать, если вас закрыли. Никогда не пробуйте это, когда вы хотите его добить. Никогда, слышите, никогда. Хорошо, вы сбежали, вы молодцы. Вы боевые. И хорошего вам дня. С вами был Красняга. Всем дорогого спатушки.